Иван и Елена Мельник уехали из своего родного села в Галиции в 1903 году, когда их деревня, как и многие другие, оказалась под тяжестью непреодолимых экономических трудностей. В своем письме Иван написал брату, оставшемуся в Галиции: «Мы долго думали и сомневались, оставлять ли наш дом, землю, на которой родились наши дети, где жили наши родители и прародители. Помещики давят все сильнее, каждый год у нас забирают все больше. Я вижу, как истощены наши дети, как мало еды у нас на столе. Мы слышали от соседа, что в Канаде дают землю, и что нам можно жить лучше, работать на себя, не отдавая последние силы за крохи. И мы решили рискнуть. Я сказал Елене, нас здесь уже ничего не ждет. Если останемся, дети наши умрут от голода, как и мы. Мы знаем, что это путь неизвестность, но это наш единственный шанс дать нашим детям будущее». Иван и Елена погрузили все, что смогли унести, на телегу и отправились в путь. Они знали, что этот выбор был трудным, но также понимали, что оставаться в родном селе означало медленную и мучительную смерть. Их история – это не просто рассказ об эмиграции, это история о надежде и борьбе за выживание. После долгого пути через океан Мельники наконец-то добрались до Канады. Иван написал брату о своих первых впечатлениях в новом мире. «Когда мы впервые ступили на эту землю, нас охватило странное чувство. С одной стороны радость, мы выбрались, мы пережили дорогу, мы наконец-то здесь. Но с другой – страх и неизвестность. Стояли на пристани, вокруг незнакомые лица, говорящие на языке, который мы не понимали. Елена дрожала и держала меня за руку. Я чувствовал ее страх, ее слезы на плече. Первые дни были особенно трудными. Мы не знали, как найти работу, где остановиться. Но все же была надежда, что здесь, в этом новом мире, мы сможем начать с чистого листа. Люди здесь добрые, но чужие. Мы все еще чувствуем себя как во сне, между двумя мирами. Один мы оставили позади, другой пока не стал нашим домом». Со временем Мельники начали привыкать к новой жизни. Иван продолжает: «Сейчас, когда прошло несколько месяцев, нам стало немного легче. Я нашел работу на лесопилке, и мы сняли маленький домик. Мы начали обустраивать наш новый быт, и Елена уже не так часто плачет. Мы знаем, что впереди еще много трудностей, но теперь мы чувствуем, что это наш новый шанс. Нам здесь все еще трудно, но каждый день мы учимся чему-то новому, привыкаем к новому миру. У Елены появились новые друзья среди других украинских женщин, и это помогает нам не чувствовать себя такими одинокими. Мы все еще скучаем по дому, но теперь знаем, что сделали правильный выбор».